Чем покрыть бетонный пол в гараже, чтобы не пылил? 6 способов решения проблемы. В процессе эксплуатации любое, даже самое качественное и прочное бетонное покрытие в гараже подвергается эрозии и разрушается под механическими нагрузками. Бетон – пористый материал. Его поры заполнены водой, воздухом, частицами несвязанного цемента, не вступившего в реакцию в процессе изготовления раствора. При разрушении верхнего слоя они превращаются в пыль. Цементная пыль поднимается в воздух, оседает на машине, стеллажах, инструментах, одежде и обуви. Она попадает на кожу и в легкие при дыхании, что весьма небезопасно для здоровья, поэтому многие в такой ситуации озадачиваются вопросом, чем покрыть бетонный пол в гараже, чтобы не пылил. Существуют разные материалы и технологии, позволяющие решить эту проблему. Одни из них рассчитаны на применение только в процессе изготовления покрытия, другие универсальны и используются как для свежих стяжек, так и давно эксплуатируемых полов. Способ первый. Обработка пропитками. Это самый простой и доступный по цене универсальный способ укрепления бетонного пола. Его применяют как на свежей стяжке двухнедельной зрелости, так и на старом пылящем основании, а также для подготовки поверхности, последующей отделки, покраски, укладки плитки и так далее. Пропитки, грунтовки, модификаторы, праймеры для бетона подразделяют на две группы – на органической и неорганической основе. Это жидкие составы, которые наносят на поверхность кистью или валиком. Органические пропитки производятся на акриловой, полиуретановой или эпоксидной основе. Их молекулы проникают в поры бетона, в которых полимеризируются, делая его поверхность твердой, прочной и водонепроницаемой. В зависимости от характеристики состава, прочность бетона повышается в 2-10 раз, а результат держится несколько лет. Если выбирать полы в гараже, какие лучше и дешевле в условиях ограниченного бюджета, то бетонная стяжка, обработанная специальной пропиткой на органической основе, станет оптимальным вариантом. Составы на неорганической основе воздействуют на поверхность иначе, проникая в толщу бетона. Они вступают с ним во взаимодействие, создавая дополнительные кристаллические связи. Прочность при этом может увеличиться в 50-60 раз. Достаточно одной такой обработки, чтобы навсегда забыть о пыли на бетонном полу. Совет: обращайте внимание на инструкцию на упаковке. Не все составы годятся для укрепления низкомарочных или сильно разрушенных бетонов. Способ 2. Покраска. Если нужно решить, чем покрыть бетонный пол в гараже, чтобы не только обеспылить его, но и придать цвет, его проще всего покрасить. Но для этого требуется соблюдение некоторых условий. Краска должна быть предназначена для нанесения на бетонные поверхности. Лучше всего, если на упаковке присутствует отметка «для пола в гараже» или аналогичная. Такие покрытия адаптированы к условиям эксплуатации. Они обладают антискользящими и антистатическими свойствами. Перед окрашиванием поверхность необходимо обработать грунтовкой. Грунтовка и краска должны иметь одинаковую основу. То есть, если выбрано полиуретановое декоративное покрытие, то и грунтовать бетон следует аналогичным составам. То же касается акриловых и эпоксидных красок. Прежде чем покрыть бетонный пол краской, его необходимо отшлифовать, удалив старый разрушающийся слой, а также сложные пятна от горюче-смазочных материалов, красок, жира. Образовавшийся мусор и пыль тщательно убирают, используя промышленный пылесос и влажную тряпку. Только после этого на пол можно наносить грунтовку. Это важно. Между уборкой и грунтовкой должно пройти не более 2 часов, иначе пыль снова осядет на поверхность и повредит качеству пропитки. Грунтовка наносится в 2 слоя с интервалом между ними 10-12 часов. После ее высыхания время указывается на упаковке. Также в 2 слоя окрашивается выбранным защитно-декоративным составом. Способ 3. Резиновая краска. Когда нужно избавиться от пыли и гидроизолировать пол в гараже,
Из чего лучше сделать покрытие? Сравнительно недорогим материалом для этого является резиновая или латексная краска. Она устойчива к воздействию не только влаги, но и агрессивных химических жидкостей. Хорошо переносит низкие и высокие температуры и их перепады. Обладает хорошими укрывными характеристиками. Перед нанесением резиновой краски бетонную поверхность можно не грунтовать, но удалить отваливающиеся участки и грязные пятна нужно обязательно, как и заделать крупные выбоины и щели. После уборки пыли полы промывают сначала содовым раствором, затем чистой водой и просушивают. Такая краска продается готовой к применению и не нуждается в разбавлении растворителями. Но возможны исключения, поэтому чтение инструкции обязательно. Перед нанесением и в процессе работы ее периодически перемешивают, нанося в 2 или 3 слоя валиком, либо кистью при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 градусов. Способ 4. Устройство резиновых покрытий. Еще один вариант, из чего сделать пол в гараже, если бетон начал пылить, это укладка на него готового резинового покрытия. Причем можно выбрать рулонные материалы, плиты разной формы и размера, или так называемый резиновый асфальт. Резиновый асфальт – это покрытие, создаваемое из резиновой крошки, смешанной с полиуретановым клеем или другими полимерными связующими. Перемешивание осуществляется непосредственно перед укладкой, а для придания нужного цвета в ее сухую крошку добавляют красители. Готовая смесь сразу наносится на подготовленный пол, загрунтованный полиуретановым клеем, быстро разравнивается и укатывается валиком. Рулонные покрытия укладываются по принципу линолеума, раскатываются по подготовленному полу, предварительно смазанному полиуретановым клеем. Резиновые плиты изготавливаются в виде модулей с замковыми соединениями по периметру. Из них можно собирать разноцветные покрытия, чередуя модули в разной последовательности. Для фиксации также используется полиуретановый клей. Обратите внимание, основной недостаток резиновых покрытий – их высокая стоимость, причем она напрямую зависит от толщины резины, которая может достигать 5 см. Для гаража это очень много, вполне достаточно слоя 1–1,5 см. Способ 5. Устройство наливного пола. Если финансовая сторона вопроса, чем покрыть пол в гараже, не имеет большого значения, можно порекомендовать прочные, красивые, долговечные и исключительно устойчивые к любым внешним воздействиям наливные полы. Это пластичные текущие смеси, способные самостоятельно растекаться по поверхности и выравнивать ее в горизонтальной плоскости. Различают несколько видов наливных полов в зависимости от состава: бетонные, эпоксидные, полимерные. Самой демократичной ценой обладают бетонные смеси, которые чаще всего и используются для устройства пола в гараже. Чтобы уменьшить расход финишного покрытия, полы перед заливкой тщательно выравнивают, заделывая все вмятины, выбоины и трещины. Подготовленные основания грунтуют составами на идентичной наливным полам основе, чтобы обеспечить их максимальное сцепление. Готовую смесь выливают порциями на пол и распределяют по поверхности специальными швабрами или шпателями, а затем прокатывают игольчатым валиком, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Не обязательно при этом стремиться к идеальной ровности, так как раствор растекается сам. Способ 6. Топпинг. Этот способ применяют только для свежей бетонной стяжки, создавая защитный слой практически в процессе заливки покрытия. Он требует применения специальных механизмов, и так как сделать пол в гараже качественно без них не получится, то устройство топпинговой защиты лучше доверить специалистам. Топпинговые смеси содержат в своем составе качественный портленд-цемент, красители, пластификаторы, различные минеральные добавки: кварц, корунд, базальт, карбид кремния и другие. Иногда для повышения прочности в него вводят и металлические частицы. Через 3-4 часа после заливки стяжки, когда она перестанет продавливаться при ходьбе, топпинг в виде сухой смеси засыпается в распределительную тележку и равномерно распределяется по всей площади.
Пропитанный влагой из свежего бетона порошок втирается в стяжку затирочной машинкой до тех пор, пока на поверхности не останется сухого вещества. Затертый пол еще раз посыпают топпингом, пропитывают его бетонным молочком и снова втирают в поверхность. Финишную заливку проводят после затвердения стяжки, а затем обрабатывают пол пропиткой или другими водоудерживающим составом. В результате получают очень прочную, не пылящую и не пропускающую влагу поверхность, которая не потребует ремонта в течение всего срока службы. Полезный совет: не стоит экспериментировать и пытаться решить проблему пыльного пола, используя жидкое стекло, клей ПВА и другие подобные материалы. Они не предназначены для этой цели, а положительный эффект, если и будет, то продлится недолго. Заключение. Выбирать, какими сделать полы в гараже, какие лучше использовать материалы, чтобы они не разрушались со временем, выделяя в воздух канцерогенную пыль, дело личных предпочтений и финансовых возможностей. Способов много, и каждый имеет свои достоинства и недостатки. Главное не забывать, что ни один из них не будет работать, если не выполнить обязательные подготовительные работы.